Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Ну вот мы все-таки выбрали время, место очень хорошее для того, чтобы записать видео с этого великолепного места. Это природный заповедник, место силы, на котором мы в этот раз несколько раз бывали, прочувствовали на себе его энергетику. Замечательно, уходить не хочется. Завтра нам уже уезжать, и уезжать не хочется совершенно с такого места. Ну, о чем можно говорить, когда вокруг такая красота, да? Горы, море, природа. Хочется говорить о самом прекрасном, о самом таком светлом, замечательном. У кого-то может сложиться впечатление, что путь родных душ – это путь постоянных испытаний, проблем, каких несостыковок, неурядиц различных и так далее. Ну, особенно, конечно, если судить по тем, собственно, даже и по нашим видео, если судить, у нас в основном видео это проблемы, как их решать, когда вы что-то там встретили, как быть, как не быть и так далее, да, то есть вообще одни как будто проблемы. На самом деле, конечно, не так. Это действительно вот все эти неприятности, большой камень преткновения, поэтому так часто о них мы и говорили, вот эта пресловутая 13-я ступень, через нее переходят немногие, проходят через нее немногие. Но те, кто проходит, они встречают, конечно, ну просто сказочную радость. Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Мы будем говорить о радости. Радости, которая вас, безусловно, ждет, всех ждет, без исключения. Кто, конечно, идет этим путем, кто не сворачивает в сторону, кто не пасует перед трудностями. А вот как в последнем нашем видео мы говорили, путь героя, да, вот герой, который встал, пошел, он идет и говорит, я и буду идти, что бы ни случилось, я буду идти. Вот если вы идете этим путем, если вы находитесь в потоке любви, в потоке своего родного блаженства, вот этого блага внутреннего, которое вас наполняет, это РД-поток, если вы находитесь в этом потоке, то вы, безусловно, проходите через 13-ю ступень, приходите к 14-й ступени, это духовный учитель. У нас уже есть об этом видео, мы сегодня об этом, наверное, не будем говорить. А потом уже, когда вы проходите этап духовного обучения, если вы его успешно проходите, если вы его проходите ответственно, не попадаете в ловушки, о которых мы тоже постоянно говорим, об этих ловушках, да, вот, и ловушка на 14 ступени, конечно, это гордыня, связанная с духовным обучением. Что человек себя чувствует каким-то, ну, супер уже избранным. Он прошел 13 ступень, он выдержал там все испытания, он пришел к этому духовному учению, и он себя чувствует просто на пике, конечно, славы, как будто, да, вот это ловушка. Ее нужно пройти, и тогда после 14 ступени вы встречаете 15 ступень. И вот тут-то та тема, о которой мы сегодня будем говорить – радость. Радость вас просто переполняет. Она совершенно немотивируема. Вы будете радоваться от всего, чего угодно. Вам будет все равно, какое время года, какая погода, что у вас происходит, чего не происходит. Какая тема видеовстречи? Какая тема видеовстречи? Вас будет переполнять радость просто как таковая. Иногда говорят поток радости, и, может быть, мы тоже иногда употребляем этот термин, это не совсем верно.
это не поток радости, это не есть отдельный поток какой-то сам по себе, да? Ну как, если объяснить, конечно, есть и отдельный поток радости, но не на пути родных душ. На пути родных душ вы идете в едином потоке, в РД-потоке. И в этом потоке через вас, как через призму, проходят различные состояния. Состояние 13 ступени, 14 ступень, и потом, как через призму, проходит состояние 15 ступени. Да? То есть вы становитесь, ну, каждый человек, собственно, и есть, как призма, через которую проходят различные энергии. Как какой-то фильтр, человек из себя в том числе представляет определенный фильтр, и через этот фильтр, проходя через эти фильтры, энергия может проявляться так-то, так-то или так-то, во многих-многих вариантах. И вот 15 ступень, у вас энергия проявляется как радость. Вы просыпаетесь, и вы ищете причину для радости. Ну, точнее так, вы думаете, допустим, ну, если за окном плохая погода, если сегодня ничего такого особенно радостного вам не светит, то вы все равно найдете от чего порадоваться. Потому что у вас идет энергия радости. Вот этот РД-поток, преломляясь через 15-ю ступень, через ваши фильтры, он дает вам радость, но радость постоянно. И вы будете хохотать. И вы почувствуете себя как ребенок. Вот как дети, да? Дети, они радуются от всего. Даже когда и нечего радоваться, он найдет какую-нибудь палку, ковырялку, поковыряет и посмеется, ему и так уже и хорошо. Вот. И что тут особенно говорить, скажете вы, да? Вот 15-я ступень радость. О чем тут, собственно, можно вообще рассуждать? Рассуждать на самом деле можно об очень многом. Потому что если не осознавать то, что с вами происходит, да, то, во-первых, конечно, можем попасть в ловушки. Сегодня мы будем говорить об этих ловушках, немного, совсем чуть-чуть. Будем говорить о тех ловушках, которые есть на 15-й ступени. И вот как каждая ловушка на 15-й ступени, если вы в нее попадаете, эта ловушка вас опускает вниз, в самом прямом смысле этого слова. По вибрациям вы падаете вниз. И вниз очень достаточно низко. То есть помните, вот такая у нас в детстве, кто такого среднего поколения, была такая игра настольная, да, вот там Мюнхгаузен, грибы, еще какие-то там путешествия, где мы бросали кубик и фишками передвигали. Помните такие игры, да? И вот попадает фишка на какое-то там, на какое-то число, да, и если, допустим, это число, к примеру, 15, да, вот с этого числа 15 или там 16, неважно, есть такая стрелочка вниз, бац, и вы падаете опять вниз, и как бы игра опять идет сначала. На несколько фишек назад. На несколько шагов, на несколько цифр вы возвращаетесь назад, и вот это может произойти на каждой ступени пути родных душ, в том числе и на 15-й. Да, вот такая небольшая интрига, что на самом деле не все так просто. Если вы встретили радость, вот она и вся. И но вот все-таки хочется сказать, что гораздо проще, чем на 13-й. 15-я ступень для тех, кто очень долго шел 13-й ступенью и проходил ее, и страдал очень много, и проходил очень много боли, то 15-я ступень для вас будет просто наградой, просто вдохновением от тех вот энергий, которые вас преследовали на 13-й ступени. И я знаю, что есть такие люди, они к нам приходят на живые тренинги, ходят, посещают уже постоянно живые ретриты, интенсивы. И ходит и думает: Господи, ну когда же? А потом вдруг приходит на какой-то ретрит и только и делают, что смеются, улыбаются, светятся и говорят: ну все, теперь у меня 15-я ступень. Поэтому все это реально, все это достижимо. И не может быть такого, что вы всю жизнь или даже полжизни, или даже большую часть своей жизни проведете на 13-й ступени, если вы ее проходите осознанно. Если осознанно вы ее проходите, она у вас пройдет достаточно быстро. Может быть, это максимум будет года 2, но не больше того. Потому что если вы там застреваете, значит, что-то делаете не так. Поэтому лучше, если у вас такая ситуация, то лучше, конечно, приезжать на живые занятия и там
потоке уже, вы начинаете работать, вы начинаете прорабатывать это все, чтобы выйти дальше на 15-ю. Начало, хочешь не хочешь, нужно все-таки говорить в том числе о 13-й. Приходится. Вот почему приходится об этом говорить? Потому что, вы знаете, вот уже несколько раз повторяли мы, в силу различных причин создается уже что-то типа устойчивого мифа. Вы знаете, даже вот это уже настоящая ловушка. Что за миф, что за ловушка? Миф такой, что если уж ты попал на 13-ю ступень, если пошло внутреннее очищение, то это много лет жизни отдай. И причем, вы знаете, возникает такая, не знаю, как ее назвать-то, заманчивая в кавычках перспективы, чувствовать себя эдаким страдальцем, героем. Да? Вот я хожу уже 10 лет через 13-ю ступень, а у меня уже 12 лет 13-й ступень. Люди уже начинают даже как будто бы гордиться этим. На самом деле это же неправильно. Да. Тут гордиться нечем, наоборот, нужно задуматься, а что такое происходит со мной, что я вот там вот так вот все в этой 13-й ступени, что со мной не так. Потому что на самом деле, если вы как бы жили-жили, да, и встретили свою родную душу, это может быть родственная душа или близнецовая половинка, и у вас там 11-я ступень, вот эта эйфория, радость, да, космос, любовь. Потом 12-я ступень, это такая гармония, просто невероятная и несказанная гармония. А потом бац, и 13-я ступень, да. И вы вдруг, если 11-я и 12-я длилось там 2-3 месяца, например, у кого-то меньше, у кого-то чуть больше, а потом 13-я ступень, год, два, там у некоторых людей по несколько лет, и вы вдруг начинаете думать, ну, наверное, так и должно быть. На самом деле нет. На самом деле что-то делается не так. Я уже говорил, и на ретритах это часто тоже упоминаю, в свое время, в 2003 году, я 13-ю ступень прошел где-то за 5-6 месяцев у меня была пройдена. Внутренним путем. Это был внутренний путь, да, это был внутренний путь. Я думал, что это очень долго. Я думал, что это очень долго, что вообще мне крупно в жизни не везет, что вот так вот несколько месяцев такой жуткий ад со мной происходит, да. Но так как в 2003 году, в 2004 не было всей этой информации о родных душах, о пути родных душ, мы об этом стали говорить только с 2012 года, эти знания нам стали приходить, то я уже с 2012 года стал замечать и понимать, что многие люди действительно тратят на 13-ю ступень несколько лет. И вот в силу того, что работаем с людьми, которые идут по этому пути, да, уже вот с 2012 года, это получается 7 лет. Мы работаем, это огромный опыт, это тысячи случаев без преувеличения, тысячи, не 1000, а тысячи случаев, очень много. Это и консультации, и живые тренинги, и так нам люди пишут письма, и мы общаемся, и так далее. И я просто в силу всего вот этого, да, в силу собственного опыта, в силу изучения специальной эзотерической литературы, литературы трансперсональной психологии, там, духовные традиции в какой-то степени помогают тоже в этом. Я пришел к выводу, что люди просто неправильно проходят это, потому что этого не должно быть. И стали выяснять, какие там возникают ошибки, да, на 13-й ступени. И вот об этих ошибках мы очень подробно говорим на ретритах. То есть, если вы идете осознанно, и если вы идете преданно по этому пути, если вы идете устойчиво, если вы не сворачиваете, если вы не перекрываете себе этот поток любви, да. И если вы не уходите в страдания, Если не уходите в страдания, это тоже не уход попадаете с в ловушки, правильного да. пути. То вы проходите, ну я не знаю, то там, ну максимум действительно 2, ну может быть от силы 3 года, если у вас там какая-то тяжелейшая кармическая ситуация. Почему говорю 2-3 года? Ну потому что если вы идете действительно, да, то просто психика и тело не выдержат этих нагрузок. Если дольше, она просто не выдержит. У тела, у психики есть свой какой-то лимит определенный. Здесь еще важно отличать, идет человек или не идет человек. Ну, во-первых, мы всегда говорим, важно отличать потоки энергии, важно отличать оттенки, различные вибрации. Да? Если вы это чувствуете, если вы тонкий энергет хотя бы по природе, или вам это открылось со встречи с родной душой,
то вы будете замечать, верно ли вы идете, и верно ли идут те, кто с вами рядом, да, люди, которые в похожей ситуации, потому что очень часто мы общаемся с другими, у людей, которых в похожей ситуации, они рассказывают нам, делятся, говорят: о, вот я-то там то-то, то-то. И действительно люди рассказывают, что замечают, что вот, например, их знакомые очень сильно завязли там в состоянии жертвы и так далее. И как это можно отличить? Это можно отличить очень легко. Ну, мы приберегли эту тему для другого видео, ну, чуть-чуть можно рассказать. Недавно нам написала одна женщина письмо, мы достаточно много помогали на пути, абсолютно безвозмездно помогали, поддерживали ее. Она была благодарна, но вот она почему-то завязла на очищение и считает, что это ее путь. Может быть, это так, мы не хотим разубеждать, но когда человек пишет в таком состоянии, от него идет очень негативная энергия. И пару раз такие энергии другие люди транслировали, например, в наших группах ВКонтакте, иногда транслируют в Ютубе. Мы такие комментарии не публикуем принципиально. Почему? Потому что люди транслируют этот негатив. Они думают, что этого не происходит, они думают, что просто делятся. Но на самом деле они транслируют свой негатив в окружающее пространство. И этот негатив может уже зацепить дальше другого человека и так далее, и так далее. Но знаете, как принцип такой: мне плохо, пусть всем будет плохо. Вот. Если человек увязает в этих энергиях, и если он не стремится, по сути, к свету, а в таких энергиях он никак не может идти к свету, он просто находится в этом черном котле, вот в этом вареве, да, адском, который его туда затягивает, и он находится там и говорит: я много уже испытал, я много натерпелся, я могу помочь другим. На самом деле такой человек не может помочь другим никак. Почему? Потому что он сам находится там. И может он помочь только тем, что затянет в этот же котел другого человека, который, может быть, старается осознанно выйти к свету. Поверьте моему опыту, у меня достаточно много лет тоже было внутреннее очищение, и я несколько лет не могла осознанно выйти на него, не могла разграничить какие-то тонкие, да, энергии себя и энергии очищения. Но потом все-таки, когда мне это удалось, и я осознанно, опять же, не без духа героя, я осознанно пошла по внутреннему очищению, и, конечно же, с огромной помощью Бога и родных высших сил. И смотря на людей, которые завязают в этом, и говорят, что я прохожу внутреннее очищение, ну, просто один ответ: либо человек он проходит, либо он не проходит. Да, если вы страдаете, вам больно, но вы осознанно движетесь, вы знаете, что сейчас эта плата пройдет, вот это вот плохой, да, какой-то отрезок вашего пути, вы подниметесь на более-менее ровную поверхность, потом будет опять подскок, и опять вас потянет в очищение. Но вы не кайфуете от этого очищения, вы просто как будто бы выжидаете в это время, не транслируя негатив в окружающий мир, не срываясь ни на ком, не выражая это в пространство, а оставаясь там в себе. Вот тогда вы идете осознанно, тогда вы действительно движетесь к свету, тогда вы очищаетесь. Если этого не происходит, если происходит по-другому, значит вы просто завязли на своем очищении и идете неосознанно. И будете много лет идти по этому пути. К сожалению, это так. Ну вот опять мы сваливаемся на 13-й ступень. Да, потому что необходимо говорить. Об этом приходится говорить. Да. Если все-таки идете осознанно, идете грамотно, и действительно надо этому учиться, понимаете, если у вас в прошлых жизнях не наработан колоссальный опыт прохождения этого пути, если в прошлой жизни вы там 3-5 раз не прошли через внутреннее очищение, то вам нужно учиться, необходимо, нужно овладевать знаниями, практиками, определенными техниками, которые вам реально будут помогать на этом пути. Вот идете осознанно, и наступает момент вот этого озарения, скажем так. Но озарение не в смысле инсайта, а просто вас эта радость озаряет. Она озаряет. Вы жили, были свинцовые тучи, вот это внутреннее очищение, да, и в какой-то день вы просыпаетесь и видите луч света на небе. Тучи еще не разбежались, но вот этот луч света проник, и этот луч света проник прямо в вас. И вы его чувствуете, и он вас изнутри щекотит, и вам хочется смеяться. И вам хочется радоваться. Вот внутри пробуждается вот эта вот радость.
Нужно сказать, что да, действительно, это только первые лучи, и не нужно думать, что переход со ступени на ступень, это, знаете, такие, как сказать, вот вы из комнаты вышли, дверь открыли, да, вышли из комнаты, закрыли дверь, и все. И 13-я ступень полностью там позади осталась, вы перешли в другую комнату, в 15-ю, и там только свет, радость, нет. Вот это сначала первый луч появится, потом второй луч появится, ну и так далее, да. И вот этих лучей будет больше, больше, больше. Небо сразу же вряд ли прочистится. То есть вот вы жили-жили, 13 числа вы уснули, 14 числа проснулись, и небо чистое, да? Нет, такого не будет, вряд ли это будет. Все это будет достаточно постепенно. И нужно сказать, что когда начинает появляться вот эта радость, человек думает, ну Господи, ну все, слава тебе Господи, слава Богу, это закончилось. И вдруг на следующей неделе опять начинается элемент внутреннего очищения. Он тогда человек вообще в растерянности, не знает, что думать. Что такое, что происходит? То ли я завяз в этой 13-й ступени, то ли что-то сделал не так, то ли небеса прогневал и так далее. Не стоит этого смущаться, этого бояться. Вы знаете, вот тут действительно, как Шанти сказала, нужно очень тонко чувствовать энергию. Когда вы реально переходите на 15-ю ступень, у вас фоновое внутреннее состояние радости. Оно фоновое, определяющее. Но в этот фон могут вмешиваться периодически какие-то краски, вкрапления темные, да? Вот что-то опять вас стаскивает туда, и вы начинаете страдать. Но вот фон, вот эта 15-я ступень, он уже будет у вас действительно фон радости. И как это отличить? Ну, во-первых, действительно нужно тонко чувствовать энергию. Шанти об этом сказал. И если вы внутри у себя вот так вот заглянете внутрь, да, когда вы перешли на 15-ю ступень, у вас внутри будет все равно свет и радость. И вот чтобы не было каких у вас вкраплений таких неприятных, да, каких-то черных пятнышек, вы будете над ними смеяться. Или вообще просто будете смеяться. Вот характеризоваться будет тем, что по большому счету у вас с радости ну прямо не сбить ничем. Вот реальные испытания, реальные проблемы, реальные, то есть не внутренние, субъективные, а объективно, что-то не так. Ну там, я не знаю, там, ну деньги потеряли, к примеру, крупная сумма, да, или там, я не знаю, машину разбили, например. Ну, понимаете, да? Муж на вас ходит, возмущается, недовольный, и всем ваша радость как-то поперек горла. Вот, да, то есть реально вы А вам хорошо. начинаете людей доставать своей радости, они начинают на вас злиться, потому что, ну, а что ты радуешься, как дурак ходишь, смеешься, у тебя там машина разбита, у тебя там что-то еще не так, да, а ты радуешься, а вы не можете не радоваться, у вас она внутри, эта радость. И в чем тут сила вот этой энергии, да? Тем, что вот эти проблемы, вот эти вкрапления, темные какие-то пятна, они рассеиваются реально. Если даже у вас есть какой-то враг в жизни, например, да, который, вот вы вышли на 15-ю ступень, а он хочет вам вредить. И он вам вредит, какой-то человек, например, да, такое бывает. Тем более, если это близкий человек, какой-то родственник, да, то есть он у вас всегда может достать чем-то неприятным. И он вам чего-то там, какие-то шпильки вставляет. Но вот эта энергия радости, она делает вас как будто непобедимым. Даже не как будто, а на самом деле непобедимым. Вы не замечаете уже по большому счету эти проблемы. Они вас не расстраивают. И даже умом вы можете подумать, наверное, надо что-то делать, наверное, надо как-то проблему решать, наверное, нужно от этого врага как-то избавиться, что-то ему такое сказать и так далее. Надо чего-то решать, что-то делать. Вот вы умом будете думать, а внутри будет и так все отлично, и так все хорошо. Все будет хорошо, все отлично. И действительно так и будет. Это 15-я ступень. Да, на самом деле кажется, что 15-я ступень, радость, ну что о ней такого говорить, да? И мы очень часто на ретритах уделяем огромное количество часов 13-й ступени. По три дня вообще. Субличностям, с которыми нужно там как-то бороться и много-много-много чего. Там
такая уже в группе создается атмосфера, Свинцовые. свинцовая, тяжелая, у людей начинают активизироваться их какие-то субличности, люди начинают между собой там уже конфликтовать даже. Такое случается. И тут 15-я ступень — радость. Ну что здесь говорить? Ну все прекрасно, человек счастлив, человек улыбается. Да, это раздражает других, но поверьте, этому человеку в этом состоянии абсолютно безразлично, кого это раздражает, кому это не нравится. Он видит мир прекрасным, он это заслужил. Поверьте мне, он это заслужил. Люди, которые очень много улыбаются, много смеются, они чаще всего очень много прошли в жизни, они много отстрадали. И мне вот доводилось таких видеть людей, они суперпозитивные люди, они заряжают своим позитивом, заряжают своей жизненной энергией. И кажется, что у человека вообще нет проблем, но на самом деле, когда ты узнаешь историю этого человека, жизни, то оказывается, он очень много прошел, и даже сейчас у него есть проблемы, но он живет и радуется, понимаете? И вот если брать, например, 13-ю ступень, когда ты ее проходишь, то кажется, что важнее этой ступени, ну просто нет. И те, кто смеются, они вообще кажутся такими, да ну ничего они не понимают. Такими мелкими Вообще глупцами. какие-то поверхностные люди, ничего не понимают, постоянно там смеются, радуются. У меня тут такие проблемы, у меня болит постоянно, я лежу здесь, скрючившись на диване, у меня очищение, да. На самом деле кажется, что все, вот только 13-я ступень, она очень важная, очень серьезная. И когда я ее проходила, я уже думаю, Господи, ну за что же я так долго-то ее прохожу? Почему мне все чистит и чистит и чистит, и нет конца и края? Я уже думала, что же у меня миссия такая, что ли, помогать людям проходить эту 13-ю ступень. И мне действительно вызывали сострадание эти люди, и я им помогала там, ну, разными способами, не суть. Но меня искренне вызывали сочувствие такие люди. А когда уже ты выходишь на 14-ю и на 15-ю ступень, и ты чувствуешь вот эту радость, и ты гораздо становишься сильнее, чем ты был на 13-й ступени. Даже если ты ее прошел, если перешел уже на 14-ю, там, где идет обучение духовное, ты на 15-й все равно сильнее. Почему? Потому что у тебя внутри есть четкое ощущение, что я в своем потоке, я в своем. И что бы ни происходило вокруг, как бы меня там не доставали мои близкие, которые говорят, да замучил ты уже смеяться, давай уже серьезно относись к жизни. Во-первых, там тут проблемы, там кредит надо платить, там вот это еще нужно сделать, вот это нужно. Ты вообще смеешься, радуешься, у тебя проблем что ли нет? И вы понимаете, что на самом деле эти люди, они просто не видят вашей радости, они ее не чувствуют, потому что они погрязли где-то в своих проблемах, и вот они как в угол такой уткнулись, да, и не могут из него выйти. И вы уже не обижаетесь на них, вы просто думаете, ну не хочет человек этого видеть, не чувствовать, ну и не нужно, да. Но вы четко знаете внутри, что у вас есть свой поток, что вы все делаете правильно. Вот четкое внутри ощущение, я все делаю правильно. И в принципе это самое главное чувство, которое вас ведет дальше по своему пути. Потому что вот эта сила и уверенность, она никогда у вас не родится на 13-й ступени. Ее еще нет на 14-й, она еще такая шаткая, и вас туда-сюда как бы может смахивать. А вот на 15-й, когда вы выходите и чувствуете вот эту тихую радость внутри, она может быть и не такая бешеная радость, но просто тихая фоновая радость внутри всегда будет присутствовать. Что бы ни происходило, да, вы живете в материальном мире, у вас могут быть проблемы, действительно серьезные проблемы, и не без этого, но у вас внутри будет всегда фоновое состояние тихой радости. Вот знаете, как есть буддисты, да, они все время улыбаются, им все время хорошо, и они все время похожи на детей. Вот у них это фоновое состояние. Ну там нет, ну там не 15-я Да, ступень. это, конечно, не 15-я ступень, но в какой-то степени вы будете понимать этих людей и будете стремиться туда. Вот это и есть чудо 15-й ступени, что у вас рождается больше энергии, больше уверенности в том, что вы делаете все правильно. И, конечно же, прекрасные целительные энергии, радости, энергии 15-й ступени. Что у вас будет, это то, что называется необузданный оптимизм. Вот когда я впервые с этим столкнулся в 2004 году, это у меня пошла после 13-й, пошла, и после 14-й пошла 15-я ступень. Вот я сам себе удивлялся, потому что, ну, по жизни я человек, которого нельзя назвать оптимистом, да, вот таким. То есть так жизнь складывалась все время, одни проблемы, которые приходилось решать.
И я не был таким вот оптимистом, но вдруг во мне вот это родилось. И почему необузданный оптимизм? Ну, потому что его ничем невозможно обуздать. Вот никакими объективными трудностями невозможно обуздать его, этот оптимизм. Все будет не просто хорошо, все будет просто великолепно. Вот настолько великолепно, да не только будет, оно и есть великолепно уже, собственно. Вот такая энергия, вот такое вот у вас чувство будет рождаться. Действительно, ну что вот об этом можно говорить? О 15-й ступени. Мы сказали, что есть ловушки, да? Подробно мы эти ловушки все равно рассматриваем только на живых тренингах. Почему? Потому что на это должно быть очень много времени, и это индивидуально-групповая работа. Вот кто смотрел наши видео с ретритов, вы, наверное, заметили, обратили внимание, что там постоянно идет диалог. Это не потому, что меня там или Шанти кто-то перебивает, а потому что нужна обратная связь группы. Должна быть индивидуально-групповая работа. Ведь мы не говорим на ретритах механистически, там, как будто книжку прочитали, да, вышли вот тут как преподаватель в школе или там в институте, отбубукал свое и ушел. Мы же работаем с людьми, и должна быть обратная связь. И вот в том числе по 15-й ступени. Если о чем ты говоришь, если делаешь какие-то практики, а на 15-й ступени можешь себе представить, какие мы делаем практики, да? Это смех. Йога смеха в том числе делаем, да. И нужна обратная связь группы. Поэтому подробно только на ретритах мы это рассматриваем. А если коротко, какая может быть ловушка? Ну, во-первых, ловушка может состоять в том, что вы перепутаете 15-ю ступень с 5-й ступенью. Часто бывает. И что это такое? 5-я ступень – это отрыв. Кто изучал, вот, кто смотрел наши видео, потом будет ссылка там на видео, которое вкратце описывает ступени. Да? Вот, когда человек отрывается, он выглядит таким оптимистом, он выглядит таким вообще оторвой, да, которому все равно, может создаться впечатление, что это 15-й ступени абсолютно нет. Разница между 5-й и 15-й ступенью колоссальная. 15-я ступень – это духовная радость. Вы испытываете радость как таковую, беспричинную, безусловную. Это то, что у вас внутри солнечным светом сияет. Вот это первый момент, что можно ошибиться. В силу вот этой радости 15-й ступени стали беспредельничать, да, и вы говорите, мне теперь море по колено, и все, что я делаю, правильно, а если что-то делаю неправильно, мне и так с рук сойдет, да, вот такая необузданная радость, необузданный оптимизм, который вас быстро может поймать в ловушку. И это будет ловушка, которая скатит вас как минимум до 5-й ступени, как минимум, Да. вот там, где отрыв. То есть вы потеряете духовный поток, духовности не будет. Не будет сердечной, душевной радости, светлой, солнечной радости не будет, а будет, знаете, Ну, такая сватхистханная радость. ну, в лучшем случае сватхистхана, это в Повседневная. лучшем случае, а постепенно может человек дойти до злорадства, то, что называется, да, и вот до беспредела, вот называется, Да. собственно говоря, так. Так что, когда вы переходите на 15-ю ступень, не думайте, что все там просто так вот гладко и Нет. ничего вам там не угрожает и вам море по колено. Нет, не так. Не Всегда так. нужно чувствовать энергию, всегда нужно чувствовать, куда вы идете. Постоянно путь, вот путь, духовный путь, это постоянная проверка себя на правильно ли я делаю, да. Вот мне сейчас раскрылась радость. Я чувствую внутри, что я прав, что я иду верно, да, и действительно так и есть. Человек прошел, человек освободился, он сбросил с себя это ярмо, этот груз тяжелой кармы, которую он отработал на 13-й ступени. Его подучили на 14-й ступени высшие наставники. То есть он уже какой-то опыт обрел. И вот он уже идет, да, своим путем дальше. Но здесь важно тоже все время отличать потоки энергии. В какой поток энергии вы идете? Идете ли вы в поток просто радости, да, повседневной такой радости, тем более какого-то там злорадства. И в состоянии я всегда прав. Что в принципе не может быть никогда ни у одного человека, что он всегда прав.
Вот. Либо вы себя тонко ведете по пути и тонко-тонко присматриваетесь. Ага, вот сейчас я туда ли иду, или мою радость нужно немножко направить в духовное русло. Но это вот просто так чисто теоретически выглядит, но на самом деле постоянно себя проверяешь. Постоянно думаешь, так, вот сейчас у меня там идет эта энергия, я смеюсь, веселюсь, но вот чувствуете, что-то не то, да? Что-то как-то слишком вот, ну, как это сказать, приземленно. Нет возвышенности, нет вашего Низкие потока. вибрации. Да, вибрации другие, они просто более земные такие, более примитивные немного, более грубоваты. И вот вы уходите в свой поток, и там радость, она совсем другой раскрывается. Она, знаете, она как радуга сияет. Вот так вот непринужденно, но очень красиво и очень гармонично. И нет такого бурного там всплеска огненного и так далее. 15-я ступень – это духовная радость. Эта радость, как таковая, она безусловная, она беспричинная. Она не от того, что вы встречаетесь с друзьями, с которыми давно, может быть, не виделись, которых там любите, уважаете. Она не от того, что вы получили какой-то подарок. И она даже не от того, что вы освободились от 13-й ступени. Вот это вот очень важный момент. Вы знаете, скептики могут сказать, ну, конечно, этот человек будет радоваться, когда у него были такие там тяжкие времена, а потом они вдруг прошли. Тут, ну, конечно, любой будет радоваться. Нет, это не так. Энергия 15-й ступени – это не та радость, которая посещает вас от того, что у вас что-то такое произошло радостное, или не произошло нерадостное, и вы радуетесь, что нет беды. Нет, это именно безусловная радость. Вот эта духовная составляющая, она должна быть вами прочувствована, осознанна. И тогда действительно это энергия 15-й ступени. Вы знаете, есть люди, которые рождаются с этой 15-й ступенью, и таких людей, да, действительно можно периодически встретить вот в буддизме, там это приветствуется, когда человек смеется. Если, допустим, в отличие от других каких-то религиозных направлений, конфессий, где смех, в общем, не особо приветствуется, то в буддизме это, да, пожалуйста, там широкая дорога. И вот есть люди, которые рождаются с этим, да, и они действительно по-настоящему духовные. Они рождаются вот с этой духовной радостью. И они этой духовной радостью делятся с другими и испытывают от этого еще большую радость. Вот эта вот безусловность в том числе проявляется в том, что вы хотите этой радостью делиться. Вот. Поэтому замечайте. Конечно, лучше всего именно чувствовать энергии, и вы будете очень четко отличать энергию 15-й ступени от энергии, допустим, той же 5-й ступени, или тем более от энергии 25-й ступени. Вот когда человек совсем уже беспредельничает, и у него радость уже не радость, а там, я не знаю, ломка не только всех стереотипов, а вообще всех законов, да, вот это уже, скорее всего, 25-я ступень. Нам периодически пишут такие письма. Вы знаете, вот сейчас постараюсь передать эту энергию, кто чувствует, может прочувствовать. Пишет примерно такое письмо. «Я отменил законы кармы, нет кармы». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это 25-я ступень. То есть человек как бы рад, что он свободен, карма его не связывает, кармы нет. И многие знают учение Рамана Махарши, который говорил о том, что тоже кармы нет. Другие люди, многие повторяют за Раманом Махарши, но они не являются просветленными, они не имеют права так говорить, поскольку на них карма влияет. На Рамана Махарши не влияла. А если вы не просветленный, будет влиять. И вот человек, который не просветленный, но каким-то образом выскочил на 25-ю ступень, вот так беспредельничает, это уже не радость, это уже беспредел. Это важно сказать, что... Который приводит к пределу. Что не последовательно человек вышел туда, скорее всего, а именно его вынесло на эту ступень, потому что вас может выносить на более высокие ступени, но потом же опять спуск будет более такой, мне кажется, сильный откат. Очень прекрасный пример. У нас есть одна постоянная участница ретритов, и она приехала к нам в определенном году на ретрит на Байкале. Там была как раз такая тема: внутреннее очищение, делали практики серьезные, там все всплывало у людей, вскрывалось. И она всегда смотрела потом на фотографии, когда делали коллективные фотографии группой.
Она смотрела и говорила: что-то я не могу понять, почему все хорошо так получается, а я нет. Что-то я какая-то не такая, такая серьезная стою, суровая. А у нее действительно так дошло очищение. Она с этим вопросом и приезжала. Ну вот она потом приезжала еще на несколько живых тренингов, потом на какое-то время она пропала. Работала с собой, слушая наши видео, общаясь опять с нами в переписке. И вот она приехала через 2 года на очередной ретрит, и мы ее просто не узнали. Это человек, который светится изнутри, который просто сияет. У нее рот не закрывался. Вот у нее постоянно была улыбка на лице. Она прочувствовала абсолютно все практики на ретрите. Вот все, что там давалось, она все как губка в себя это впитывала, и она была счастлива от этого. И постоянная улыбка на лице. А люди, которые приехали туда с 13-й ступенью, с очищением, смотрели на нее тоже и не верили, что когда-то с ними будет то же самое. Но вот такие примеры, они живые, они постоянно происходят вокруг нас. Поэтому если вы сейчас находитесь не на 15-й ступени, если у вас сейчас 13-я, вы ее проходите, вам тяжело, но вы стремитесь к свету, вы осознанно идете, не переживайте, все обязательно получится. Вы обязательно ее пройдете, выйдете на 14-ю, и когда вы выйдете на 15-ю, тогда вы почувствуете, как на самом деле прекрасно быть в этой духовной радости. Она легкая, постоянная, она никуда не девается. И все прекрасно. Как вот солнышко, как солнышко, которое сейчас уже садится, и мы должны заканчивать нашу видеовстречу, поскольку скоро вообще не будет видно ничего. Чем нужно закончить про 15-ю ступень, про радость? Когда вы выходите на эту ступень, делитесь своей радостью с другими людьми. Не смущайтесь тем, что кто-то, а может быть даже и многие, вас не поймут или не примут, или даже будут злиться на вас. Да? Будут говорить: да что ты раздражаешься своим тупым смехом, тут постоянно ржешь, ходишь. Да? Не смущайтесь этим, делитесь этой радостью. Пожалуй, самое главное на 15-й ступени – это делиться радостью, потому что чем больше вы будете делиться, тем больше она у вас будет прибавляться. РД-поток, он будет вам дальше и дальше давать эту радость, и таким образом вы будете выходить дальше, на следующие ступени. И вот человек может подумать: куда дальше, зачем дальше? Радость, все прекрасно, оптимизм, все получается. Куда еще идти, зачем еще идти? Ну и кто-то действительно и остается на 15-й, кому-то дальше не надо идти, а кто-то идет дальше. И вы поймете, что 15-я ступень – это во многом только-только самое начало. Это маленькие зеленые росточки, даже не зеленые, наверное, они вот светлые прозрачные росточки той самой настоящей духовности, которая у вас будет не только рождаться внутри, а она у вас будет произрастать. Пятнадцатая ступень, радость, это вот эти вот прозрачные, еле зеленые росточки того, что называется соединение духовного и повседневного. Вот эта радость, она будет у вас соединять духовное и повседневное, но это только самые-самые первые микроскопические шажочки. И вы будете делать дальше все больше и больше шаги, если будете делиться этой радостью. Ну и, конечно же, завершить просто, наверное, нужно тем, с чего мы, собственно, и начали. Если вы думаете, что путь родных душ – это путь только постоянных испытаний, и эти испытания либо не заканчиваются, либо их нужно как-то самому прекращать и уходить в сторону, то это неправильно. Путь родных душ – это путь света, это путь радости в том числе. Самое главное – это путь любви и вашего родного блаженства, ощущение вашего родного дома, ощущение великого блага. И когда вы находитесь вот в этих состояниях внутренней любви, безусловной любви, говорят, состояние внутреннего блага, в состоянии своего дома, вы постепенно выйдете и на 15-ю ступень, где появится та радость, которая как солнечный свет озарит всю вашу жизнь. А потом двинетесь дальше к 16-й, к 17-й, 18-й, 19-й ступени.
То, что очень многих манит, 19 ступень – это миссия. Вы познаете свою миссию, для чего вы родились в этой жизни, узнаете свое предназначение. Это будет потом дальше. Только нужно оставаться в этом потоке, быть преданным самому себе, быть преданным своей душе, быть преданным своей любви, быть героем в том числе, не сворачивать со своего собственного пути, не сворачивать. И вы обретете и эту радость, о которой мы сегодня говорили, на 15 ступени, которую вы встретите, и еще даже большую радость, чем это. Все,